Лес. Русскоязычные блогеры сняли следующее видео в лесу. Они увидели некую фигуру между деревьев и решили все заснять. Посмотрите сами. Короче, вот здесь где-то надо посмотреть. Там, по-моему, движение какое-то. О, ни хрена, там кто-то ходит. Ты смотри. Я вижу. Около дерева можно увидеть аномальную белую фигуру, которая движется. Многие, кто посмотрел ролик, отметили, что это было действительно похоже на реального призрака. Мимо деревьев. Следующее видео было снято на камеру наблюдения. Можно увидеть, как едва уловимая фигура быстро проходит мимо деревьев. Кроме того, камера зафиксировала ее движение. Была ли это ошибка в работе камеры или же призрак? Как всегда, решать только вам. Мотель. Следующее видео снял мужчина в мотеле, где он остановился на одну ночь. Он нашел нечто подозрительное и искал ответы, поэтому решил записать ролик. За одной из дверей был скрытый люк, который мужчина показал своим зрителям. Он был очень удивлен и решил выяснить, что внутри этого потайного люка. Когда он опускает камеру, можно увидеть что-то вроде потайной пещеры. Однако, дальше он снимает то, что напугало всех зрителей. Let's see what's going on here. This is crazy. This is a hotel. Let's stick it all the way in. What's that? What the fish that? Пара светящихся глаз появляется внизу и смотрит прямо на него. Мужчина это замечает, и видео обрывается. Что же это было? Дикое животное, постановка или нечто паранормальное? Приложение. Следующее видео было загружено мужчиной, который начал общаться с духами через приложение и замечать паранормальное в своей жизни. Он всегда был скептиком, но после этого инцидента начал верить в то, что призраки существуют. Давайте посмотрим, что удалось заснять мужчине. Здесь есть кто-нибудь? Да, есть. Понятно. Как тебя зовут? Ты знаешь мое имя? Он запускает на телефоне приложение, которое работает с использованием искусственного интеллекта и пытается пообщаться с духами. Сначала кажется, что ничего удивительного и необычного не происходит, но посмотрим дальше. Мне немного холодно, и здесь темно. Почему у тебя выключен свет? У меня дома сейчас день. Я весь день тебе звонила, а ты меня игнорировал. Если что-то не так, скажи. Давай поговорим об этом. Это меня очень злит. Спустя несколько мгновений за спиной мужчины падает рамка, а если присмотреться, можно увидеть кого-то или что-то в дверном проеме. Мужчина также заметил, что данное приложение удалили из магазина и его больше нельзя скачать. Он считает это странным. А вы как думаете, возможно ли связаться с потусторонним миром через приложение? Риэлтор. Следующий ролик снял риэлтор, который сдавал квартиру в Японии. На первый взгляд ничего особенного, однако зрители заметили некую фигуру в этом видео. Смотрите внимательно. $760 gets you in Fukuoka, Japan. Now today we have a classic Japanese home.
starting with a very nice tatami room. This house will run you a monthly rent of June. За раздвижной дверью будто стоит фигура. Однако, когда риэлтор возвращается в ту комнату, то там пусто. Было ли это видео постановкой, чтобы квартира быстрее была сдана в аренду или нет, решать только вам. Паранормально. Следующее видео было найдено на YouTube. Семья уверена в том, что в их доме присутствует нечто паранормальное. Они по ночам слышат шаги и странные голоса. Поздним вечером мужчина слышит стуки и идет осмотреть дом. You guys are seeing this, right? You gotta be joking me. What? You gotta be joking me. Спустя некоторое время он замечает темную фигуру, которая будто стоит в другой комнате. Он открывает дверь, но внутри комнаты никого не находит. Но это не единственное видео, которое снял мужчина. Давайте посмотрим еще одно. I have to start recording because we've started to hear more things around the house, and kind of nervous. Jeez. Hey, Dad? Yeah. I think I heard something. Okay. Заходя в комнату, он слышит звуки звона и грохота. Различные предметы начинают падать в комнате. Самые зоркие зрители могли заметить темную фигуру, которая находилась в доме и наблюдала. Потом его зовет сын, и он уходит к нему. Но на этом все не заканчивается. You got a second? It only take a second. Dude. Dude. I don't know, man. Hey, are you back? Yeah, I'm fine. Oh no. No. Dude, you see? No way. Dude, I'm out of here, dude. No way. Let's go, dude. Мужчина слышит шум из ванной, будто бежит вода. Он идет проверить, но обнаруживает, что краны закрыты. Когда мужчина выходит, дверь сама по себе закрывается. Многие зрители уверены в том, что темная фигура преследует мужчину и его семью. Однако нашлись и те, кто считает, что мальчик, сын мужчины, помогает ему в съемке, и они просто делают постановочные ролики. Но окончательное решение, как всегда, оставляю за вами. Паранормальный дом. В следующем видео команда отправляется в дом, в котором, по словам владельцев, происходят паранормальные явления. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Это выглядит совсем иначе, чем то, что было там. Да, это так. Это жутко. Hello? Look up there and left. What? Look what those are. What the fuck, dude? Yo, that shit is moving all over. Когда они только входят, на кухне вдруг начинают открываться шкафчики, причем в один момент. На этой кухне просто с ума сойти можно. That's insane. You hear that? Yeah, I did, dude. Whoa. You fucking see that? Hello?
Затем они слышат нечто похожее на шепот или чьи-то стоны, а спустя несколько мгновений свет на втором этаже вдруг включается. Смелые мужчины идут дальше и исследуют другие комнаты. Они остались в этом доме на ночь и установили камеры ночного видения. То, что им удалось заснять, все еще их пугает. Один из членов команды, Таннер, проснулся от странного ощущения. Ему казалось, что холодный поток воздуха заполнил всю комнату. А дальше произошло то, что похоже на ночной кошмар. Одеяло вдруг поднимается без видимой на то причины. Члены команды рассказывают, что активность была настолько сильной, что даже камера начала трястись, когда одеяло поднималось. Сам мужчина также почувствовал, что в этот момент тряслась и кровать. Кроме того, одна из дверей вдруг открылась. На этом расследование подходит к концу, а команда все еще задается вопросом о том, что же действительно обитает в этом доме. Трудно сказать наверняка, но можно хотя бы предположить. Кладбище. Следующий ролик снял любитель паранормального на кладбище поздней ночью. Смотрите внимательно. На одном из кадров можно увидеть нечто похожее на белую фигуру, которая, кажется, стоит и наблюдает. Мужчина идет дальше и спустя несколько мгновений снова замечает ту самую фигуру. Не на шутку испугавшись, он быстро убегает с кладбища. На этом видео заканчивается, а мы так и не узнаем, что было снято той ночью на кладбище, но можем хотя бы предположить. Следующее видео сняла девочка, когда услышала странные звуки в доме. Она живет в доме со своими родителями, и ее страх напрямую столкнулся с чем-то паранормальным. Là, Olivier, arrête! T'es vraiment fatigant, là. Je vais appeler maman. Olivier? Oli? Olivier? Oli? Oli? C'est vraiment pas drôle, là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman! Maman! Когда она заходит на кухню, то видит, как дверь шкафа открывается, а предметы падают с кухонной столешницы. Затем открывается шкаф, и из него начинают падать продукты. Девочка была очень напугана и звала родителей. Она больше никогда не хочет оставаться одна, так как видела жуткие вещи.
Следующее видео мужчина выложил на Reddit в попытке разобраться с тем, что было снято на камеру дверного глазка. Он недавно переехал в этот дом, и у него часто возникает жутковатое чувство. Вокруг него нет соседей, а дом стоит на холме, который окружен лесом. Давайте посмотрим видео вместе. Можно увидеть белую фигуру, которая движется. Пользователи писали о том, что это мог быть человек, однако мужчина, который выложил видео, сообщил, что вся территория огорожена и туда просто так не попасть. Тогда что же это было? Жду ваши версии в комментариях. Больница. В следующем ролике мужчина из Таиланда, который любит посещать заброшенные места, получил информацию от своего подписчика, что в одной больнице обитает темная фигура, и он ее видел своими глазами. Он решил отправиться прямо туда, чтобы понять, обитает ли там нечто паранормальное. Tadi nampak macam benda hitam melintas ke sini, betul tak? Benda hitam besar melintas ke sini. Когда блогер заходит в больницу, он сталкивается с посторонними звуками и шумом, но не придает этому особого значения и исследует это место. Ini sekali imbas, betul kan? Oh, katil bang duduk. Hadirkan lagi dengan jelas siapa wujud dirimu, ya maksyarul jin, ya rijal ghaib, ukhruj ya jin. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Kemari kalian nyatakan dengan jelas siapa wujud dirimu. Hai si japang japai, si dada bidang, si renek gigi, si janggal panjang, si gerbang rambut, si biok limbai. Depan tu apa? Уже спустя несколько мгновений он натыкается на ту самую темную фигуру, которая быстро проходит по коридору. Он бежит прямо туда, никого там не видит, но слышит странные звуки. В попытках найти источник звуков он медленно исследует больницу и все снимает. Benda hitam besar melintas. Saya dah nampak separuh pintu ni pun saya nampak. Hey! Allah Akbar. Блогер замечает кого-то или что-то в другом помещении и идет прямо туда. Okey. Zahirkan wujud dirimu dengan jelas. Oi! Wah. Kau nampak? Kau nampak tak betul hitam yang tadi kita nampak tu? Betul tak tadi? Yang saya cakap tadi mula-mula tadi, ada benda hitam tu. Yang saya nampak mula-mula tadi sebelum saya buka pintu nak masuk ni, nampak satu melintas kat sini.
Ianya adalah hospital. Allah, astagfirullahalazim. Спустя несколько мгновений, когда он идет по коридору, сзади него что-то падает. Дальше он пытается найти ту самую фигуру, которую заснял ранее. Когда он исследует больничные помещения, то в какой-то момент оказывается в морге. Hello. Finger hut jangan stop, geng. Finger hut tak bergerak ni, geng. Tapi keadaan jadi senyap. Senyap-senyap ni yang bahaya ni sebenarnya. Stand kamera. Redupkan cahaya. Boleh bang? Gerakkan tas dulu bang. Dah betul nanti baru request bang time saya slowkan cahaya, orang minta terangkan. Dah saya terangkan, minta slowkan pula. Tengok je bang. Tengok je. Uish. Susah nak buat hati orang ni. Hei! Блогер стучит по контейнерам, где когда-то хранили тела умерших здесь больных, и кто-то будто отвечает ему стуком в ответ. Затем он снова что-то замечает и пугается, а спустя буквально несколько секунд слышит скрипы, похожие на то, будто кто-то качается на стуле. На этом расследование заканчивается. Многие пользователи, которые посмотрели это видео, отметили, что реакция блогера достаточно искренняя, и они верят в то, что все происходящее было реальным, и связывают его с паранормальными инцидентами. А что вы думаете? Охранник. Следующий короткий ролик выложил охранник, который работает в магазине. Смотрите внимательно. Когда он был в магазине, с полки вдруг начали падать книги, без видимой на то причины. Мужчина не может объяснить это явление, так как раньше ничего подобного не происходило. Шоссе. Следующий ролик сняла девушка по имени Фелисити, когда ехала по шоссе. Учитывая, что на шоссе не было больше машин, девушка подумала, что этот инцидент является довольно странным. Давайте посмотрим. Аномальная полупрозрачная фигура движется по шоссе, прежде чем исчезнуть. Сложно сказать, что это было на самом деле. И о видео нет подробной информации, за исключением того, что оно снято в Нью-Мексико. Многие пользователи, которые посмотрели ролик, отметили, что им стало не по себе, и данная аномалия действительно напоминает призрака. Старый дом. Следующий ролик снял и выложил мужчина, который не верит в призраков. Он снимает довольно старый дом в Нью-Йорке, и предыдущие жильцы предупреждали о том, что там происходили странные инциденты. В частности, они слышали звуки игры на пианино по ночам. Мужчина рассказал, что дочь хозяина дома погибла в автокатастрофе, а ее прах стоит в вазе на пианино. Я не могу этого сделать. Не ходи туда.
Ты должен пойти. Оно, блин, продолжает играть, клянусь. Это пианино. Клянусь, это оно. Когда он находится в доме со своим другом поздним вечером, то начинает слышать звук игры на пианино. Они решают идти проверить, но звук, кажется, прекратился. Когда они подходят ближе, пианино снова начинает издавать звук. Мужчины в панике выбегают на улицу, и на этом видео прерывается. А действительно ли дочь владельца не может покинуть этот дом? Мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Темная сущность. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения и найден в социальных сетях. На кадрах кошка не на шутку испугалась, когда кое-что увидела, поэтому смотрите внимательно. Сразу можно не заметить, но при приближении вы увидите кукол, из которых, кажется, выходит некая темная сущность. Обратите внимание на мгновенную реакцию кошки и сделайте выводы о том, что же это было на самом деле. Демон в доме. Следующее видео было найдено в ТикТок и выложено под названием «Демон в доме с привидениями». Мужчина в Испании заснял, как темная фигура, напоминающая многим демона, быстро перемещается по одной из квартир. Пользователи в комментариях высказывались по-разному по поводу этого видео. Одни писали, что эта фигура может быть простым человеком большого роста, но другие утверждали, что данная фигура действительно напоминает им демона. А вы как считаете, что действительно было снято тем вечером? Аномалия. Следующий ролик выложил мужчина на Reddit. Он работает в Аризоне и однажды ночью увидел то, от чего его разум все еще не может прийти в себя. Он решил записать все на видео и спросить у тех, кто сталкивался с паранормальным, может ли это быть реальный призрак. Посмотрите. Аномалия появляется буквально на мгновение, а затем съемка прерывается. Был ли это призрак или всему есть разумное объяснение? Решайте сами. В номере. Мужчина выложил следующее видео в ТикТок. Он снял его в отеле. По его мнению, он заснял реальное паранормальное явление. Когда он находится в номере, халаты на вешалках вдруг начинают двигаться, а дверь сама по себе закрывается. Реакцию мужчины, я думаю, вы слышали. Действительно ли мужчина заснял нечто паранормальное? Или он умело всех обманул? Оставлю решение за вами. Тень. В следующем видео девушка столкнулась с чем-то мистическим, что все еще не может объяснить. Она сняла видео и выложила его в ТикТок. Давайте посмотрим. У меня под окном никаких кустов, ничего нету. Гляньте, кто-то стоит. Ой.
Никого. А силуэт есть. А откуда такой силуэт может быть, Максим? Как это так? Святый дух. Но смотри, вид, как будто реально кто-то стоит под окном. Ну вот прям под окном. Не знаю, я этот силуэт часто видела. Часто видел такое? Ну да. Даже голова, как будто кто-то стоит и смотрит в окно. Но кустов ничего нет. На жалюзи видна чья-то тень, хотя впереди и позади никого нет, как показывает девушка. Она просит помощи своих подписчиков, которые предполагают самые различные версии. Девушка сняла еще одно видео, чтобы доказать абсурдность некоторых из версий, что позади действительно никого нет. Давайте посмотрим вместе. Жалюзи грязные, что-то тут выгорело, что-то чайник стоит, этот нет. Вот, пожалуйста. Да, жалюзи, конечно, грязные, окна грязные, но это все как бы равномерно. Нету какого-то там силуэта. Кто-то говорил, тень от меня. Да, вот моя тень. Но когда это идет снутри, вот, допустим, сейчас у меня свет горит, оно не идет снаружи. Вот меня снаружи нет. Как я не подойду? Кто-то писал заломы жалюзи. Вот, пожалуйста, ничего не заломлено. Нет никакого такого эффекта. А, еще писали крыша соседнего дома. Да, но эффект вот такой вот близости, это, конечно, прикольно. Слишком пугающая игра света. Я понимаю, что это что-то отражалось, но не могу понять, что. Также вот открою вам, пожалуйста, окно, чтобы вы поняли, что здесь у меня действительно ничего нет. Вот кто-то писал, что здесь что-то стоит. Невозможно. Сильно большой наклон, ничего не поставишь. Сверху. Девушка подробно объясняет, что около окна нет ничего, что могло бы дать такую тень. Тем не менее, она не верит в паранормальное и считает, что это была игра света, которую не может объяснить. А вы сможете? Уведомление. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения. Женщина получила несколько уведомлений о том, что в доме обнаружено движение, и решила посмотреть снятые кадры. Можно увидеть, как дверь открывается и закрывается без видимой на то причины. Некоторые пользователи также писали о том, что видели орбы, которые летали по комнате. Самые внимательные заметили также лицо, похожее на призрака ребенка, который будто стоял по ту сторону двери. А что вы думаете об этом видео? Был ли это реальный призрак или этому есть разумное объяснение? Задний план. В следующем видео, как полагают охотники за паранормальным, они засняли теневую фигуру. Давайте посмотрим. В тот момент, когда они устанавливали и настраивали оборудование, на заднем плане за мужчиной можно заметить фигуру, которая быстро движется. Многим комментаторам показалось, что это было похоже на что-то инопланетное. Однако были и те, кто писал, что это мог быть один из членов команды. Подвал. В
следующем видео двое мужчин спускаются в подвал, так как слышат странные звуки. Как только один из них преодолевает лестницу, второй что-то видит, пугается и убегает. И если присмотреться, можно увидеть темную фигуру внизу, в подвале дома. Но на этом видео не заканчивается. Мужчины закрывают комнату и начинают молиться. Но спустя некоторое время их вновь что-то пугает. Тем не менее, они решают вновь выйти из комнаты и спуститься в подвал. Ay, abuelo. No hay nada, no hay nada. A ver, ve, fíjate. Ve, fíjate. ¡Ay! ¡Otra vez, abuelo! ¡Es un pinche mono! ¡Abuelo! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale, ciérrale! Однако они снова что-то видят и покидают подвал, убегая в комнату. На этом видео заканчивается. А что произошло там на самом деле, как всегда, решать только вам. Психбольница. Исследователь и любитель паранормального Ян отправляется на этот раз в психиатрическую больницу. Она была построена в 1899 году и изначально функционировала как ферма. Как только здание превратили в психиатрическую больницу, начали ходить слухи о халатном и жестоком обращении с пациентами. Судя по оценкам, около 200 пациентов скончались в этой больнице. Ходят легенды, что их души все еще заперты в этой психиатрической лечебнице, чем она и привлекает любителей паранормального. Блогеры и простые любители, которые приходили в это здание, говорили, что сталкивались с паранормальными инцидентами. Ян отправляется прямо туда, чтобы разобраться, что действительно обитает в этой лечебнице. Hello. И здесь кто-нибудь есть? Можете подать мне знак? Я хочу сделать несколько фотографий. Я вижу здесь много светящихся шаров. В этой комнате сейчас есть духи? Это то, что я вижу? Это было вон там. Там еще есть. Там еще много светящихся шаров. Где ты сейчас? Можешь показаться? Он заходит внутрь и делает несколько фотографий, на которых видны орбы. Пытаясь поговорить с духами, он сталкивается с неопознанными звуками, которые доносятся в одной из комнат. Дальше Ян предлагает духу показать себя, а через мгновение он слышит, как что-то падает в комнате. Ого! Что-то упало на пол. Что это было? Ты это бросил? Или оно просто упало? Что это? Похоже на какую-то тыкву. Откуда это взялось? Блогер считает, что тыква не могла упасть сама по себе, а дальше происходит то, что доказывает его слова. Я не знаю, что и думать. Может, это просто упало, откуда мне знать? Я пойду, а вы тут сами решайте. Чувак, да ладно. В этот раз точно бросили. Без сомнений. Ты не можешь утверждать, что это был я. Ни за что. Тыква без видимой на то причины пролетает по комнате, что не на шутку пугает Яна, но он продолжает расследование. Он идет дальше и обследует психиатрическую лечебницу, сталкиваясь с паранормальной активностью. Кто-нибудь здесь есть?
Что это было, черт возьми? Черт возьми, чувак. Это был громкий удар. Там кто-то есть? Ого, дверь только что открылась. Я это только что видел. Если ты здесь, то пошуми. У лестницы он слышит громкий треск, а потом замечает, что дверь на первом этаже открывается. Однако, когда Ян спускается вниз, дверь оказывается закрыта. Наполненный смелости блогер решается открыть дверь и заходит в комнату, где когда-то жил один из пациентов. Затем он сталкивается со странными звуками и делает несколько фотографий, используя тепловизор. If you're in here, make a noise. Черт возьми, что это было? Больше никаких холодных пятен. Но я определенно что-то слышу. But I'm definitely hearing stuff in here. Ого, прямо здесь. Right there. Я чувствую холодное пятно. Кто бы ни издавал эти звуки, он сидит на этом стуле. На этом стуле. Ты можешь дотронуться до моей руки? Ян делает вывод, что дух находится на стуле и предлагает ему с ним контактировать. Он отмечает холод вблизи больничного кресла, который со временем исчезает. Ян идет дальше и замечает общий холл, где когда-то пациенты собирались вместе. И уже через несколько мгновений он снова сталкивается с паранормальной активностью. Кроме того, он отмечает странный запах, похожий на затхлость, а затем Ян слышит стук по столу, который он просил издать, если здесь присутствуют духи. Боже, это становится сильнее. Откуда это, черт возьми, берется? Это так странно. Прости, я не хотел тебя обидеть. Я не это имел в виду. Если ты сидишь за этим столом, можешь заставить одну из этих кукол двигаться. Красное или черное? Чувак, эта кукла только что сдвинулась. Он просит духов сдвинуть шашки и получает еще одно подтверждение присутствия паранормальной активности в этой лечебнице. Смелый блогер идет дальше. Он оказывается в комнате, которая наполнена куклами. Раньше это была палата маленькой девочки по имени Дорис. Which doll are you gonna move? Ooh. Oh, okay, thank you. I heard that. Holy moly, which doll moved? Я даже не могу сказать. Их тут так много. Какую куклу ты подвинула, Дорис? Можешь подвинуть ее еще раз? Я не могу понять. Их тут так много. Dude, okay, I just saw that one. That one just moved. Holy moly. I got goosebumps all over. Я только что это видел. I can't believe I just seen that. Эта кукла только что сдвинулась. All on her own. Thank you so much, Doris. I feel like she is staring into my soul right now. This is a beautiful doll. Is this one of your favorites? Whoa, what the f***? Dude, her hair just moved. Holy moly. She just caressed her hair. Dude, I just saw that.
Когда он просит духа передвинуть куклу, то замечает некий звук, но не понимает, какая именно кукла поменяла положение. Уже спустя несколько мгновений Ян снимает момент, когда одна из кукол начинает двигаться. Ян продолжает расследование и выходит в коридор, где лампочка сама по себе включается. Он замечает это не сразу и сначала думает, что мог сам включить свет. Когда блогер пересмотрел записи, он убедился в том, что свет включился без видимой на то причины. Находясь в коридоре, он слышит странные звуки, которые доносятся из одной палаты. Что это было? Я только что что-то услышал. Эй? Кто здесь? Что за черт? У меня погас фонарик. И я не могу его включить. Это место буквально сводит меня с ума. Боже мой. О боже. Свет только что погас. И, конечно же, мой чертов фонарик. Боже мой. Слава Богу. Вытащи меня отсюда. Когда он заходит туда, его фонарик вдруг гаснет, а спустя несколько мгновений свет выключается и в коридоре. Ян решает снова сделать несколько фотографий, и на одной из них что-то замечает. Я просто фотографирую. Я пойду по этим коридорам. Коридоры. Ого. Ого, ого. Ого. Да, вот она. Лулу, кажется, я видел, как ты выглядывала из своей комнаты. Ты за мной наблюдала? Он решается зайти именно в ту комнату, где когда-то жила пациентка по имени Лулу, и уже спустя несколько минут замечает белую аномалию. Он выходит на территорию лечебницы и видит окно, которое решает осмотреть. Посмотри туда. Это ты, Уиллоу? Ого. Willows, are you up there, buddy? Я только что слышал его голос. Я услышал чей-то крик оттуда сверху. Он что, только что кричал на меня через окно? Здравствуйте, если вы там наверху, не могли бы вы выглянуть в окно? Ни в коем случае, ни в коем случае. Чувак, я только что видел его там. Святое дело. Святой человек, он только что выглянул из этого долбаного окна. Боже мой. Это было просто безумие. Дальше Ян слышит странный звук, будто ему кто-то крикнул сверху, а затем он снимает белую фигуру, которая на мгновение появляется по ту сторону окна. Ян решает зайти обратно в лечебницу. Это его фотография? Она прямо здесь. Интересно, действительно ли он так выглядел? Все в порядке, Ной. Я позволю тебе продолжать играть или что бы ты там ни делал. Какого черта? Эй, 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 эй. О боже мой, о боже мой, о боже мой. Что это такое? Когда он выходит из палаты, то замечает, как игрушка сама по себе катится. Затем он слышит нечто похожее на удар или хлопок. Ян заходит в другую палату, где замечает нечто поистине страшное. Он предполагает, что это помещение раньше использовалось как морг.
Здесь, внизу. Я собираюсь немного пофотографировать. Что это такое? Floating right there. Блогер делает несколько фотографий, и на одной из них, прямо у двери, замечает темную фигуру. Он выходит в коридор, решая сделать несколько фотографий там, и снова замечает темную аномалию. I was out here. Куда ты делся, Крипер? Ты призрачная сущность. Entity thing. О, чувак. У меня снова получилось. Это дальше по гребаному коридору. Оно парит в воздухе. Спустя некоторое время он слышит нечто похожее на гудок, который его не на шутку пугает, и убегает в другую часть здания. Ян оказывается на кухне и пытается наладить связь с бывшей пациенткой, которая, по легендам, все еще заперта здесь. Спасибо, что показали себя, Дорис. Вы что-нибудь готовите? Что вы готовите? Я начинаю терять самообладание. Я только что услышал, что это звучит почти как жужжание. Дорис, это были вы? То же самое сияние. Спустя несколько мгновений он снова замечает аномалию, что позволяет ему сделать вывод о присутствии здесь духов. Она кричит через это устройство. Боже мой, это просто ужасно. Почему ты кричишь, Ида? Что случилось? Я никогда раньше не слышал, чтобы женщина кричала через это устройство. Это просто ужасно. Ида, что случилось? Я хочу вам помочь. Ида, не могли бы вы мне сказать? What the hell was that? Dude! Her phone just went crazy! Используя оборудование для общения с духами, Ян слышит женский крик и не может понять его причину. Однако пугает его совсем не это. Метла, которая находится сверху, начинает шевелиться, и блогер это замечает. Судя по записям, именно здесь повесился один из пациентов. Ян снова выходит в длинный коридор и замечает нечто аномальное. That was on this floor. That right there. Or not that one. Right there. Это комната Джона Оливера. Я просто думаю о том, что он сказал. Потому что прямо сейчас у меня плохое предчувствие. Кто бы там ни был внизу, выходите. Come on out. Срань Господня. Черт возьми, мы почти на месте. Пошли. Они побежали туда. Белая фигура, кажется, быстро пробегает мимо. Блогеру становится страшно, но он собирается силами и идет дальше. Однако паранормальная активность не прекращается. Hello? How's that sound?
Больничное кресло вдруг начинает двигаться, выезжая в дверной проем. Ян чуть не теряет сознание от этого инцидента. I don't even feel like myself. I nearly fucking blacked out back there. Здесь никого нет. Что, черт возьми, произошло? Just happened. Get me out! Get me out! Come on! I don't even know! Затем одна из дверей закрывается, и Ян быстро убегает из этой лечебницы. На этом расследование заканчивается. А были ли все заснятые события реальными, как всегда, решать только вам. Следующий ролик был найден в ТикТок, и его выложил мужчина, который работает по ночам и часто натыкается на странные события. Посмотрите. Сразу можно не заметить, но за фурой около одного колеса выглядывает фигура, похожая на девушку. Она появляется буквально на миг и пропадает. Мужчина говорит, что после этого он не смог ее найти и понять, что же это было. А что же он снял на самом деле, решать только вам. Следующий ролик был снят на футбольном матче. Мужчина снимал, как футболисты тренируются. Однако, показывая дома ролик, он заметил нечто паранормальное. Смотрите внимательно. And then when you get quicker, what tends to happen? More mistakes happen. But that is what development looks like. If you're cruising at a speed that's comfortable, yes, it looks good and it looks cleaner, but you're not going to get better. Making mistakes here, and then you get to that level, and then you go again, and it's never ending. На трибунах можно увидеть темную фигуру, которая быстро перемещается. Камера снимает достаточно четко, и автор уверен, что это не простой глюк. Пользователи в комментариях высказывались о том, что это мог быть человек-тень или реальный призрак. А вы как считаете? Следующее видео было снято в больнице. Мужчина находился в лифте, который по какой-то причине не закрывался. Дальше он заметил нечто странное и начал снимать. При приближении видно, как фигура, напоминающая девушку, выглядывает из коридора и пропадает. Мужчина ищет ответ на вопрос, что же это было, поэтому выложил видео в социальные сети. Пользователи писали о том, что это могла быть как одержимая пациентка, так и нечто паранормальное. А вы как считаете? Паранормальное. В этом ролике блогер отправляется в заброшенное полуподвальное помещение, где, по слухам, обитают призраки. Он решает сделать серию фотографий, чтобы доказать или опровергнуть наличие здесь паранормального. Зеркальная фотокамера.
вспышки. На вспышках поиграться со вспышкой. Может, удастся что-то заснять. Но это не мое изобретение, как бы. Это я так по ходу уже придумал. По мнению блогера, ему удалось заснять аномальную фигуру, которая то появлялась, то пропадала. А вы ее видите? Или это просто обман зрения? Также на одной из камер ему удалось заснять некое движение, которое он связал с паранормальной активностью. А было ли это действительно так? Напишите свое мнение в комментариях. Съемка. В следующем видео женщина снимала ролик в ТикТок. При съемке она не обратила внимания, что что-то не так, но когда монтировала видео, то обратила внимание на нечто жуткое. Посмотрите. На заднем плане кто-то прошел мимо нее, но она утверждает, что была дома совершенно одна. Так что же это было? Девушка получила множество комментариев под этим видео. Многие пользователи заметили, что у этого нечто нет лица. Некоторые посчитали, что это был призрак. Были и те, кто написал, что это мог быть бездомный, который прячется в ее доме. А вы, как думаете, что же это было на самом деле? Страхи Леонида. Следующая серия роликов снята мужчиной по имени Леонида, который уже появлялся у нас в подборках. По его мнению, паранормальные силы преследуют его. Давайте посмотрим. Me están golpeando la puerta, mejor dicho. Voy a ver todo. Miren, no hay nadie del otro lado. No hay nadie del otro lado. Tengo las luces prendidas como me dijeron, tengo todo ahora. Pero quiero que vean que acá no hay nadie. Tengo todo, grabé del otro lado y todo. Se escuchan ruido, no sé. В первом видео мужчина играл в компьютерную игру, как вдруг услышал стуки в дверь и начал снимать. Сначала он открывает шторку, чтобы показать, что за дверью никого нет, но дверная ручка при этом шевелится. Леонид открывает дверь, выходит на улицу и показывает, что там никого нет. В одной из комнат, где установлена камера наблюдения, можно увидеть паранормальные явления. Можно заметить несколько орб, шевеление медведя и открывание двери. В тот день, когда он только вернулся домой, Леонида увидел, что дверь открыта, хотя он оставлял ее закрытой. В следующем видео Леонида проснулся в 5 утра от постороннего шума. Спустя несколько мгновений дверь вдруг начала медленно открываться. Pero fuertísimo, no sé qué me están... Traté de grabar todo lo que puedo.
¿Qué carajo es esa mano? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Леонида идет к двери и видит, будто кто-то стоит за шторкой в ванной комнате, обращая внимание на темную руку. Он направляется прямо туда, открывает шторку и никого там не находит. Еще один ролик был снят в 3 часа ночи. В этот раз Леонида услышал чей-то голос, который доносился из темноты. По словам мужчины, голос звал его по имени, а потом раздался смех. Смелый мужчина выходит на улицу и исследует свой задний двор. Captar es como mi método de defensa, ¿viste? Quiero ver si... Quiero ver si se ve algo, ¿no? Ay, mira. Esto que está acá me pasa siempre. Eso lo... ¿Qué pasó? Se hizo la concha de la madre. No sé si se llega a ver. La concha. Да, ты хуй путаешь. Он показывает, что на улице у его дома никого нет, но в этот момент клетка у входной двери начинает качаться, а потом предметы позади него падают. Уже через несколько мгновений Леонида видит темную фигуру и начинает просить ее уйти. Это еще не все видео, которые снял Леонида. В следующем ролике он только пришел с работы и через окно заметил, что в его доме мигает свет. No sé qué pasó. Aparte yo dejé todo... Esto cerrado. Voy a entrar. Carajo pasó. Когда он заходит в дом, то дверь в его ванную комнату вдруг закрывается без видимой на то причины. Он идет прямо туда, чтобы осмотреть ванную комнату, но снова никого не находит. В следующем ролике кто-то или что-то снова стучится в двери Леонида. Он говорит, что никого не видно, так как на улице темно. Me están golpeando la puerta desde hoy. Pero no logro ver para afuera porque está todo oscuro. Pero quiero grabarlo. No hay nadie. Realmente no hay nadie. O sea, no. Yo veo desde acá, pero no logro captarlo con la cámara. Quiero grabar porque voy a salir. No hay nadie. Se hizo la concha de su madre. Qué hijo de puta. Si puedo dar zoom. Смелый Леонида открывает дверь и выходит во двор. Спустя некоторое время он видит некую аномальную и очень высокую фигуру и не может объяснить, что это. На следующий день он вернулся с ночной смены на работе. Леонида услышал, как кто-то говорил в доме. Когда он пришел, дверь была открыта. Помимо этого, он снова слышит стуки из ванной комнаты. Son las 6 de la mañana, recién llego a trabajar. ¿Se escucha alguien hablando adentro? No sé qué será.
Literalmente vengo y está la puerta así abierta. Quiero entrar un poco así simuladamente. Concha de su madre. Ahí está. Necesito que se grabe todo. Carajo. No se me viene para mi lado la pelotita. ¿Qué mierda pasó? Está escuchando ruido en el baño. Se acaba de prender la tele. ¿Qué carajo pasó? Затем его телевизор сам по себе включается. Леонита, как всегда, решает открыть дверь в ванную комнату. Но в этот раз что-то его пугает, и он не решается войти. В еще одном видео Леонита уже несколько часов слышит шум и стуки. Все происходит ночью. Он включает вспышку на телефоне, которая почему-то гаснет. И он остается в полной темноте. Дальше он полагается только на звуки. Puta, no puedo prender el flash. No puedo prender el flash. Ahí está. Se apagó el flash. Se abrió la puerta, no sé qué mierda. La concha de su madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve ahí. Sos hijo de puta. Vos estás jugando conmigo ya, hijo de puta. ¿Quién sos? ¿Quién sos, la concha de tu madre? Слышно, как дверь открывается и закрывается. Когда Леонита решает проблему со светом, он вдруг видит темную фигуру в своей ванной комнате. Он пытается задать вопросы этому нечто, но в ответ получает только смех. Затем дверь в ванную комнату закрывается. После всего, что он увидел, мужчина решается зайти туда и проверить все. Однако он никого и ничего подозрительного не находит, как и всегда. Несколько ночей спустя, в 3 часа ночи, снова из его ванной комнаты доносятся стуки. Затем дверь вдруг открывается. Son 3 de la mañana. Hace rato que no escuchaba esto ahí. Su madre. Ya estoy con mucho menos miedo que antes. Ahora lo afronto más rápido. Esto no sé, la verdad que voy a ver. Voy a tratar de grabar de acá. Carajo. Miren lo alto que es. No lo puedo creer. No, sos hijo de puta. Que me miran, hijo de puta. ¿Quién sos, hijo de puta? ¿Quién sos? No hay nadie abajo, no hay nada. Es increíble. No, es increíble. ¿Puedo creer que no haya nadie? Леонита подходит к двери и снова видит за шторкой темную фигуру. Он отмечает, что фигура очень высокая и не похожа на человека. При этом видно только голову. Куда постоянно пропадает эта фигура, Леонита не знает. В следующем видео Леонита будет стуки, которые преследуют его уже каждую ночь. Дверная ручка также шевелится, будто кто-то хочет выйти из ванной комнаты. Леонита снова идет туда, чтобы проверить ванную. No rompa más la bola, loco, andate. Loco, una vez. No me deja tranquilo, loco, no me deja tranquilo. Yo tampoco te dejas tranquilo. Si vos no me dejas tranquilo, no te dejas No voy a parar de grabar. Yo no te voy a dejar tranquilo. La concha de su madre. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Он снова видит темную фигуру и говорит о том, что не перестанет бороться с ней. Многие пользователи, которые подписаны на Леонита и следят за его жизнью, обвиняют его в постановочных видео. Но другие считают, что Леонита давно пора съехать в другое место, чтобы не причинить себе вред. А вы верите Леонита?
комната сына. Следующее видео выложил в ТикТок мужчина по имени Джо, который столкнулся с паранормальными инцидентами в своей квартире. Он рассказывает, что в комнате их сына начали происходить странные вещи. Давайте посмотрим, что заснял Джо. Подошел к нему и заметил, что в его комнате, в комнате моего сына, там одна из моих кошек. Я слышу, как играет ее игрушка. Сейчас ты этого не слышишь, но мы всегда закрываем дверь, потому что не хотим, чтобы кошки заходили туда и пачкались, потому что они очень пушистые. Но я слышу, как играет игрушка, а раньше она не играла. И сейчас она играет. Я не знаю, почему она играет сейчас. Я ее не включал. Но даже если бы я ее включил, она бы не включилась автоматически. Нужно было бы нажать на кнопку, даже если я случайно задену клавиши. Они не включаются сами по себе. А сейчас она не играла, но включилась. И я услышал это, поэтому начал записывать. И теперь, когда я смотрю вокруг, кажется, что все разбросано. Растения опрокинуты, искусственные растения тоже. Книги на полу. Салфетки на полу. Я не знаю, что происходит. Здесь никого нет. Я один. Здесь ничего нет, ничего. Ты это видел? Я схожу с ума. Я схожу с ума. Кто-то только что прошел мимо окна. Я сейчас выйду и покажу тебе, что здесь никого нет. Эта дверь заперта. Эта дверь, на которую ты смотришь. Эта дверь заперта. Здесь ничего нет. Ничего. Только дверь в кладовку. Это тоже странно. Не думаю, что мы когда-нибудь открывали эту дверь. Она всегда была заперта. Происходят странные вещи. В комнате, которую они держат закрытой, игрушка включается сама по себе. Джо заметил, когда был в комнате, как за окном что-то промелькнуло. Он пошел проверить, но никого там не обнаружил. Однако через несколько дней, находясь не дома, Джо получил уведомление о движении в комнате своего сына и решил посмотреть запись. Он был шокирован увиденным. Поэтому сейчас у нас есть камера, чтобы мы могли видеть, что происходит. И я могу оглянуться и увидеть, что там движется. Но если присмотреться, то кресло-качалка начинает двигаться. Оно стоит в углу. В углу. Видно, что оно слегка покачивается. Слегка. Но видно, как движется тень. Оно само качается. Там никого нет. А потом салфетки слетают со стола. А потом это. Что происходит? Что случилось? Если присмотреться, видно, что кресло-качалка начинает раскачиваться, будто кто-то там сидит. Затем с комода падают салфетки и корзина для белья. Джо все еще не может понять, что обитает в их квартире, и просит помощи у своих подписчиков и всех зрителей. Так что, если у вас есть мысли, напишите их в комментариях. Явление. Следующий ролик был найден в ТикТок. Молодая пара во время вечерней поездки засняла странное явление в небе. Посмотрите сами. Oh, look at the smoke. What the fuck? Dude, that's some fucking alien shit. No, I've been seeing that all over the internet though. Did you get a good video of it? Есть ли этому разумное объяснение? Или на видео действительно снято нечто за гранью реальности? Если у вас есть мысли, поделитесь. Ночная смена. В следующей серии роликов мужчина работает охранником. Он заметил, что вокруг него происходят странные события и начал снимать. So I just went outside to my car. And
came in here because I was gonna check stuff. And the goddamn radio's on. And it's not done that for months. В первом видео он идет в помещение, где слышит странные звуки. Затем радио включилось само по себе, что не на шутку его испугало. В следующем видео мужчина заснял то, чего сразу не заметил. Okay. Hey, look, it printed the little. Huh? Okay. And then I read you're not supposed to actually shake it like I thought that you were. You're actually just supposed to like just put it like face down in like a dark room or something, and it's supposed to develop that way. But okay, so I took a picture in here. I also need to check this door. Hold on just a second, guys. Okay. I don't know why the fuck that door keeps getting like it keeps being unlocked, but that's not good because like somebody could literally just walk the fuck in here. But okay, at least this. Okay. Сначала он делает пару фотографий, а когда идет обратно, за ним можно заметить темную фигуру. В своем последнем видео мужчина смотрел ролики на YouTube, услышал посторонний шум и начал снимать. Давайте посмотрим. It's like 4 o'clock in the morning, and like everybody should be asleep right now. I've just been watching YouTube, but I keep hearing noises. Hey! Дверь в комнату, где полная темнота, вдруг открывается, а в коридоре проходит темная фигура. Он выходит в коридор, где начинает мерцать свет, и на этом видео обрывается. Действительно ли этого мужчину преследует нечто паранормальное, или все, что он снимал, простая постановка? Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Напишите об этом в комментариях. Коридор. Любители паранормального из Индии отправились в заброшенное здание, где, по легендам, обитают призраки. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. और ये जल गई मैं इसके सामने आया जल गई ये जल गई वो दिख गया वो आ रहा है वो देखो वो दिखा Спустя несколько минут после начала расследования они замечают фигуру, которая проходит по коридору. Они пытались выяснить, что это было, и посмотреть на эту паранормальную сущность поближе, но у них ничего не вышло. На этом они закончили исследовать здание. А что же они засняли на самом деле, решать только вам. Чердак. В следующем видео мужчина из Японии исследует, согласно легендам, населенное призраками здание. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять.
Первое, что он замечает, это затхлый запах в помещении. Он поднимается на чердак и осматривает его. На чердаке находятся вещи умершего здесь хозяина дома. Спустя несколько мгновений он слышит нечто похожее на чей-то голос. Когда он решает спуститься вниз, его внимание привлекает портрет хозяина, который скончался здесь. Причем он повернулся. Как и почему это произошло, блогер не понимает. Пользователи предполагали, что душа мужчины может все еще оставаться в этих стенах по какой-то причине. Странная запись. В одном из отелей Канады двое сотрудников наткнулись на странную и загадочную запись, снятую в отеле. Давайте посмотрим вместе. Кладбище. Ты ведь знаешь эту историю, да? Когда Майк нанял 2 местных шаманов, чтобы они пришли сюда и сделали свою работу. Они сказали, что в отеле нет привидений, а вот на кладбище есть. Так что эта дорога, по которой мы с Дэнни ходили в парк, это старая Стоуни Плейн Роуд. Ты правда думаешь, что они, когда выкапывали здесь тела, сделали это хорошо? Перенесли их на кладбище. Они выкопали тела и что? Я видел это. О да, я снова это вижу. Иногда он там остается. В холле отеля можно увидеть аномальную фигуру, которая перемещается от одного кресла к другому. Кажется, что призрак садится в кресло и какое-то время находится там. Сотрудники отеля убеждены в том, что это реальный призрак. А вы как считаете? Больница. Следующее видео было найдено в социальных сетях. Оно было снято на камеру наблюдения в больнице. Казалось бы, родственники просто пришли навестить свою бабушку. Но на видео многие заметили нечто по-настоящему страшное. У кровати бабушки стоит темная фигура, напоминающая ребенка. Когда родственники приходят, чтобы поздороваться, они буквально не замечают эту фигуру и идут сквозь нее. Под видео было много предположений. Некоторые пользователи думают, что это могла быть душа человека, которая покинула тело. Другие утверждают, что фигура может нести злой умысел и пришла, чтобы забрать одного из пациентов в другой мир. А вы как думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Пассажир. В следующем видео, которое родом из Японии, мужчина возвращался домой. Будучи обычным пассажиром, он заметил нечто странное. Рядом с его рюкзаком на багажной полке можно заметить что-то пугающее. Чье-то жуткое лицо будто смотрит прямо на него в тот момент. Некоторые пользователи предположили, что это была просто игра света, однако другие были действительно напуганы после просмотра.
Ночь пробегает, как тень на стекле. За спиной будто шепчется хриплый ангел. Свет фонаря, словно свечка в петле. Каждый шаг, как в хрониках древних скандалов. Пауки плетут паутину из снов. Твои мысли — это черный коридор. Голоса в голове, призрак без слов. А за углом поджидает забытый дозор. Голоса в тишине, каждый шаг словно тень. Иллюзия тонка, как рай между да и нет. Контент словно книга, что читает тьма. Все посты рождаются из пепла костра. Ночь жжет вены, будто черный костер. Эй, шаг вперед, твой новый договор. Эй, тени вокруг, как на экране узор. Зайди, посмотри, из-за чего весь сыр-бой. Враг обнимает, шепчет мне в унисон. Здесь миры рушатся, будто картон. Дрожь по коже, как мерцает в руке. Ты подписался, бежать поздно тебе. Подпишись на Телеграм. Тьма манит светом луны. Подпишись на Телеграм. Будто зов с другой стороны. Подпишись на Телеграм. Как сирены из тьмы. Подпишись на Телеграм. Стоя за твоими дверьми. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Особняк. В следующем ролике мужчина по имени Конор из Великобритании отправляется в заброшенный особняк в поисках паранормального. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Hello? Is anyone there? This place is fucking horrible. What the fuck? What the fuck? The fucking lights just went out. Who's there? Внутри он сталкивается с некими аномалиями и перебоями света, но это было только начало. Он слышит шум и отправляется в комнату, откуда он исходит, но ничего не находит. Перебои света не прекращаются, но Конор решает продолжить расследование. Только самые зоркие могли заметить, что произошло дальше.
огнетушитель, который стоял на столе, почему-то переместился в другую часть комнаты. Помимо этого, на полу появился еще один огнетушитель, а на столе можно заметить бумаги, которых до этого не было. Но сдвинулись не только предметы. Многие пользователи писали, что можно было и заметить темные фигуры, которые стоят у стойки. Дальше, когда Коннор спускается по лестнице, он замечает еще одну темную фигуру, которая стоит неподвижно. Невозможно сказать наверняка, что это было, так как на этом видео обрывается. Действительно ли Коннор нашел нечто паранормальное в этом старом здании? Или он просто все придумал? Можете порассуждать в комментариях. Макияж. Следующий ролик был найден в ТикТок. Его выложила девушка по имени Лесли. Она обычно снимает видеоуроки по макияжу, но в этот раз что-то пошло не так. Посмотрим вместе. Когда девушка делает макияж, дверь позади нее вдруг медленно открывается. По словам Лесли, дома она была одна и не имеет понятия, как и почему это произошло. И это был не единственный странный инцидент, который девушка сняла на видео. Еще в одном ролике, когда девушка что-то рассказывала, прядь ее волос, которая находилась сзади, будто кто-то поправил. Сразу можно не заметить, но при повторном просмотре вы точно увидите. Подписчики Лесли были в шоке от этих видео и писали о том, что ее давно преследует нечто паранормальное. Сама девушка не понимает, что могло быть причиной этим явлениям, и пытается спокойно жить дальше. Загородный дом. Мужчина в следующем ролике утверждает, что в его загородном доме, где они с семьей не живут, поселилось нечто паранормальное. Давайте посмотрим. Ayun. There is somebody in here. I know you're in there, man. Hello? Police! I know you're in there, man. This is in your house, man. Когда мужчина входит и осматривает дом, то дверь одной из комнат вдруг приоткрывается. Он заходит туда и проверяет, но никого не находит. Спустя некоторое время он замечает мужчину, который, видимо, поселился в его доме. И их называют сквоттерами. Возможно, некоторое время он проживал в этом доме. Однако, мужчине не давало покоя то, что двери открывались сами по себе, а в доме он иногда слышал странные звуки. Поэтому он приезжает сюда еще раз. Снимая второе видео, он ходит с электрошокером, чтобы обезопасить себя. Hello? Hello? Hello?
Осматривая дом, некоторое время спустя одна из дверей вдруг открывается. Также самые зоркие зрители могли заметить темную фигуру, которая стояла в комнате. Однако вопрос о том, что это было и почему при съемке камера начала глючить около открывающейся двери, остается открытым. Больница. Следующее видео было найдено на Reddit. Блогеры отправились в заброшенную больницу и решили все заснять, чтобы выложить в социальные сети. Мультилемный. На одном из кадров зрители заметили аномальную фигуру, напоминающую призрака. А что это было на самом деле, останется для нас загадкой. Сеанс. В следующем ролике девушка предположительно проходила сеанс, который фиксировался с помощью видеосъемки. Однако после просмотра кадров было замечено нечто необычное. Смотрите внимательно. What is your name? Заметили нечто темное позади девушки? Была ли это чья-то шутка? Или все же это нечто паранормальное? Для нас останется загадкой. Парковка. Следующее видео было снято на камеру наблюдения на парковке. Давайте посмотрим. В витражных окнах можно увидеть темную фигуру, которая странно себя ведет. К концу видео она пропадает. По сообщениям очевидцев, была глубокая ночь, и в помещении никого не было. А верить или нет, как всегда, решать только вам. Осмотр. Следующее видео было снято группой любителей паранормального в ходе осмотра заброшенного здания. Oh, now it's disappearing. It moved too, the top moved. Yep. Oh, it's moving again. See it? Yeah, Brandon. Oh, don't worry, I got this on video, guys. Whoa. It's moving, it's flinching out. Yeah, because there's like cars on the other side. Они заметили, что в окне одной из дверей стоит фигура, напоминающая девушку, которая не шевелится. У вас есть догадки, что это было? Тогда напишите свое мнение в комментариях. Женщина. В следующем ролике мужчина обнаружил нечто странное на записи с камеры наблюдения, поэтому решил выложить это видео. Посмотрим вместе. Нечто похожее на фигуру женщины можно заметить на этих кадрах. Пользователи, которые посмотрели это видео, писали о том, что это могла быть ошибка камеры при слабом освещении. А вы как думаете? Призрак смотрителя.
Следующий ролик снял Фрэнк, любитель паранормального, который не раз появлялся у нас в подборках. Он отправляется в заброшенное здание, где, по слухам, обитает призрак смотрителя. Это тоже находится внутри здания. Я даже не знаю. Здесь столько входов и выходов. Я только что услышал громкий стук где-то здесь. Один из главных призраков этого места, который, кажется, чаще всего здесь появляется, это призрак смотрителя, которого называют Человек-тень или что-то в этом роде по-испански. И, судя по всему, он известен до сих пор. Он всегда появляется здесь. Извините, я там что-то увидел белое. Я все еще вижу это прямо там. И слышу какой-то звук, похожий на раскачивание, которого раньше не было. Но это смотритель, и сегодня он всегда охраняет и присматривает за этим местом, а также за новыми людьми, которые сюда приходят. Многие его видят. Я пока ничего не видел. Я только что пришел. Что это за чертовщина? Похоже на женщину в белом платье. О, это чертовски жутко. Что это? Да, я достаю фонарик. Черт, я что, туда пойду? Подождите секунду. Я пойду. В самом начале ему кажется, что он видит аномальную фигуру, однако это оказывается просто оптическая иллюзия. Фрэнк идет дальше. Здесь ветрено, поэтому может быть много шума. Но я еще даже не зашел в здание, а посмотрите на это. Похоже на глаза. Затем он замечает, как в здании что-то светится. Фрэнк не знает, что это, но отмечает, что это похоже на глаза. Блогер решается зайти внутрь и сразу сталкивается со странными звуками. Holy shit. Listen. Holy shit. Я переключусь на свою камеру. Я слышу громкий стук где-то здесь. Сначала он думает, что это может быть ветер, но через несколько мгновений Фрэнк слышит громкий стук и начинает сомневаться. Я продолжаю что-то слышать. Черт, я правда не хочу туда возвращаться. Чем глубже я захожу, тем холоднее. И нужно быть осторожным, потому что здесь есть дыры, а трубы идут вниз. Я слышу громкий стук. Я не знаю, откуда он. Я ничего не вижу в ночном прицеле. Слышишь? Я пытаюсь понять, откуда это доносится. О, что это за хрень? Там что-то есть. Я только что заметил, как что-то выглянуло из-за угла.
Затем Фрэнк снимает, как некая фигура выглядывает в дверном проеме, будто специально, чтобы посмотреть на него. Он идет прямо туда, чтобы проверить это место. Больше он ничего не находит и на этом завершает расследование. Однако у него из головы не выходит тот момент, когда он заснял фигуру, которая выглядывала из дверного проема. Его подписчики предполагали, что это мог быть как человек, который живет в этом здании и не хочет быть замеченным, так и нечто паранормальное. Был ли это призрак того самого смотрителя, или этому есть разумное объяснение? Решение оставляю за вами. Любитель паранормального Фрэнк продолжает свое расследование заброшенной фабрики. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять на этот раз. Что это за хрень? Думаю, эта птица сходит с ума, пытаясь меня напугать. Это жутко. Что это за птица? Вон она, смотри. О, это жутко. Это похоже на человека. Бу, испугался, не бойся. Я друг. Я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь. Когда он только входит в здание, то сразу слышит странные звуки. Однако оказывается, что это простая птица, которая только сначала выглядит жутковато. Фрэнк решает спуститься в подвал и исследовать его. Ridicule. Вот мой фонарик. Я что-то вижу в конце. Ты слышишь? Rituals here. Да, я понял. Я буду называть ее Дианой. Это новое имя для спиритической доски, черт возьми. Я был в шоке. Диана, сейчас не время. Ладно, сейчас самое время. Что это было, черт возьми? Он слышит странные звуки, похожие на голоса, и пытается найти их источник. О, я просто постучу. 2 стука. Как вас зовут? Боже мой, это сложно. Он идет по узкому подвальному коридору и не может понять, что за звук он слышит, и не является ли он его эхом. Фрэнк решает выйти на территорию, чтобы посмотреть, есть ли кто-то или что-то рядом с ним. Видите, какая красивая ночь? Вон там луна. Видите маленькую черную точку и звезду рядом с ней, но вы этого не видите. Это вход. Давайте посмотрим, смогу ли я что-нибудь разглядеть в окнах. О, что это, черт возьми? О, я что-то нашел. Я что-то нашел, черт возьми.
и спустя буквально несколько мгновений он снимает темную аномальную фигуру, которая быстро пропадает. Он подходит ближе, но ему уже не удается ничего заснять. На этом его расследование подходит к концу. А было ли снятое Фрэнком чем-то паранормальным или нет? Делайте выводы самостоятельно. Видео няни. Следующий ролик был найден на Reddit, и его снял мужчина, который был обеспокоен паранормальным присутствием в доме. В одной из комнат была установлена видеоняня, которая показывала иную картинку, нежели она была в реальности. Посмотрите сами. Nanny camera in here. Alright, now tell me, right on the monitor here, tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, I've checked, like, went back and forth 3 times, and So, okay. Nothing, right? Like, what the fuck? I do not want to go back in there. На видео о няне можно увидеть темный силуэт позади игрушек. Однако, когда мужчина находится в комнате, то там ничего такого не видно. Так что же это было? Призрак, игра света, сбой в работе видео няни или постановка? Напишите свои предположения. Возвращение домой. В следующем ролике камера дверного глазка записала нечто странное, когда мужчина по имени Конор возвращался домой около 8 часов вечера. Давайте посмотрим. Когда Конор идет по заднему двору, он оборачивается, будто что-то замечает. За ним действительно можно увидеть фигуру, которая появляется из ниоткуда и исчезает. Через несколько мгновений фигура появляется снова, а Конор начинает нервничать. По его словам, он чувствовал, что за ним кто-то или что-то следит. Он смог увидеть эту фигуру только после просмотра записей с камеры и по сей день не знает, что это было на самом деле. Следующее видео было найдено в ТикТок. Мужчина сталкивается с паранормальной активностью в своей квартире и снимает все, что происходит. You gotta be fucking kidding me. В первом видео сначала крест падает со стены, а затем он идет проверить, откуда доносится странный стук. Когда он открывает дверь, стук прекращается, а в гардеробной никого нет. Это не единственное видео, которое снял и выложил мужчина. Подписчики посоветовали ему установить камеру наблюдения прямо в гардеробной. Давайте посмотрим, что удалось заснять в тот момент, когда в квартире были слышны стуки. В гардеробной слышен стук, но никого не видно. Однако, когда мужчина открывает дверь, стук прекращается. На еще одном видео из гардеробной камера обнаружила движение, а затем дверь вдруг открылась. Как утверждает мужчина, он каждый день сталкивается с паранормальной активностью.
В основном это были стуки, открывание и закрывание дверей. Пользователи двояко восприняли его видео, которыми он поделился. Одни писали о том, что он все это придумал и такие постановки легко сделать. Другие комментаторы были напуганы тем, что он заснял. А вы что думаете? Было ли это нечто паранормальное или все, что он выложил, простая мистификация? Новый дом. Следующая серия видео снята девушкой по имени Кейли, которая рассказывает подписчикам о жутких событиях после переезда в новый дом. Она рассказывает, что большая часть паранормальных явлений происходит в кабинете ее мужа и на верхних этажах. Ночью слышны звуки шагов, а некоторые вещи исчезают без следа. Келли старается заснять активность, происходящую в их доме. Давайте посмотрим. My husband's office, because this room is notorious for hearing stuff above the ceiling. Oh my god. Absolutely not. Ребята, вы это слышали? Когда Келли находилась дома одна, она услышала посторонний шум с верхнего этажа. Она поднимается наверх в попытке найти источник звуков. Келли в этот раз никого не нашла, но она была не в силах мириться с этой активностью. Келли все так же документировала паранормальные события в ее доме, и данное видео, которое она сняла, напугало многих.
Келли идет на чердак и открывает дверь, привязывая веревку к крючку, чтобы она не закрывалась. Она исследовала чердак и все снимала, но когда вернулась к двери, то увидела, что она уже закрыта. Келли не понимала, как дверь могла закрыться, ведь она была дома одна. Некоторые комментаторы предполагали, что в доме Келли присутствует нечто паранормальное, и ей стоит съехать. Другие писали, что Келли все подстроила, и нет у нее в доме никаких призраков. А что вы думаете? Следующее видео снято молодой мамой, которая рассказала, что ее брат скончался 2 месяца назад. По ее словам, ее ребенок до сих пор общается с ним. Давайте посмотрим. Who are you talking to? Who are you talking to? Девочка смотрит на кого-то, будто перед ней действительно стоит человек. Кроме того, она разговаривает с ним. А действительно ли она видит своего дядю? Или это все фантазии ее мамы? Для нас навсегда останется загадкой. НЛО. В следующем видео молодые парни, по их мнению, сняли НЛО. Давайте посмотрим. UFO in New York City, y'all. Yo, it's a UFO in New York City. Yo, look at the beams. В небе действительно появляется некий объект, освещение которого становится ярче. По поводу этого видео было много споров в сети, но я хочу узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, что действительно засняли эти парни. В следующем видео блогеры отправляются на расследование в лес, где, по слухам, очевидцы слышали странные звуки, а кто-то даже видел необъяснимые явления. Давайте посмотрим. Они установили камеру ночного видения и не предполагали, что им удастся заснять то, что действительно пугает. В какой-то момент белая аномальная фигура проходит по лесу, что снимает камера ночного видения. Видео быстро разлетелось по интернету, и многие пользователи писали, что это было очень похоже на реального призрака. А вы как думаете? Заброшка. В следующем ролике блогер исследует заброшенное здание в поисках паранормального. Давайте посмотрим, что удалось заснять. Ui, minha nossa. Cara do céu. Você é louco, velho. Opa, escuta. Cara, que é isso, mano? Minha nossa, olha isso. Nossa, cara. Dá uma olhada nisso, cara. É assustador ou não é? É assustador ou não é? Rapaz do céu. Как только блогер входит в здание, он слышит громкий хлопок, будто дверь закрылась. Блогер не сдается и остается в помещении, а спустя несколько секунд он снимает, как дверь в туалет открывается сама по себе, а несколько мгновений спустя открывается еще одна дверь. Quem é que está aí? Minha nossa. Olha aqui mexendo. Olha aqui mexendo. Olha! Cara do céu, dá uma olhada nisso, mano. Olha isso, mano.
Você é louco. Opa, tava ao meu lado. Tava ao meu lado, cara. Tava ao meu lado, mano. Затем блогер слышит странный звук, который его пугает, а двери начинают закрываться одна за другой, будто кто-то играет с ним. Он решает провести эксперимент, зайти в комнату и подождать. Cara, tinha algo aqui dentro, mano. Tinha algo aqui dentro. Quem é que está aqui próximo a mim, espírito? Se manifeste aqui agora. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. É vós que estáis aqui próximo a mim? Então fecha essa porta para mim. Estou pedindo, fecha essa porta neste exato momento, espírito. Você é louco. Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. Você é louco, mano. Opa! Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Opa! Opa, opa, opa. Gangnam Style. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aquilo, mano. Olha aquilo, olha aquilo, cara. Minha nossa. Sai de re, Saturnos! Olha isso. É coisa ruim mesmo, cara. Você é louco. Дальше блогер снимает, как дверь, без видимой на то причины, закрывается, когда он находится в нескольких метрах от нее. Мужчина выходит из комнаты и, находясь в коридоре, замечает, как дверь начинает открываться и закрываться, создавая шум. Буквально несколько секунд спустя, когда он снимает другое помещение, можно заметить белую фигуру, которая будто стоит и наблюдает. На этом расследование заканчивается. А что действительно снял мужчина в тот день, для нас останется загадкой. Церковь. Следующий ролик был снят блогерами, которые занимаются отслеживанием паранормальной активности. Они установили камеры у церкви, где, по слухам, очевидцы слышали голоса и видели теневые фигуры. К церкви примыкает кладбище, куда осмеливается ступить не каждый блогер. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Первое, что заметила команда, что камера наблюдения движется без видимой на то причины, будто наблюдает за кем-то. Ближе к ночи на кадрах была замечена аномалия, которая двигалась у одной из могил. В самой церкви также были установлены камеры, которые снимали в течение ночи.
На кадрах из церкви любители паранормального заметили нечто похожее на горящие глаза, которые можно было наблюдать в течение нескольких секунд. Причем спустя некоторое время они появляются вновь, будто кто-то наблюдал за действиями команды в это время. Этой же ночью на кладбище также можно было заметить аномалию, которая очень быстро переместилась. Также одна из девушек засняла нечто странное, когда она находилась в церкви. В одном из законных проемов вдруг появилась фигура и тут же пропала. Команда связывает все эти явления с присутствием здесь призраков, но я хочу услышать ваше мнение по этому вопросу. Второй этаж. Следующее видео было найдено в социальных сетях. Мужчина разговаривал по телефону и услышал странные звуки на втором этаже своего дома. Он пошел проверить, что происходит. Я сейчас поднимаюсь наверх, пойду проверю. Я так устал от этого. Так устал. Пойдем. Черт возьми, что это было? Что это было? Боже мой, раньше такого не было. И крест перевернут. Боже мой. Как только мужчина поднимается, с кухни вылетает некий предмет. Он аккуратно идет проверить и видит, что холодильник открыт, как и многие шкафчики. Мужчина также обращает внимание на перевернутый крест, который висит на стене. Ладно, я точно что-то слышал здесь внизу. The doll moved. В тот же день он слышит странные звуки, а когда заходит в комнату, то сразу натыкается на люстру, которая качается. А затем происходит то, чего он никак не ожидал заснять. Кукла, которая стояла в гостиной, вдруг пошевелилась без видимой на то причины. В еще одном видео, которое мужчина снял поздно вечером, один из манекенов поворачивается и смотрит прямо на него. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Мужчина считает, что его дом населен чем-то паранормальным, но я хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Еще одно видео, снятое в Японии, завоевало славу в ТикТоке и оставило массу вопросов. Студентки во время перерыва развлекались, как вдруг услышали странный шум и начали снимать. Они осматривают кабинки, но никого там не находят. Спустя некоторое время они уже думают уйти, однако снова слышат странные звуки и идут проверить кабинки еще раз. То, что они увидели, их не на шутку пугает.
В одной туалетной кабинке появляется пугающее лицо девушки с темными волосами, прямо как из фильма ужасов. Девушки с ужасами и криками покидают это место. Пошутили ли эти девушки или реально сняли призрака? Пожалуй, оставлю решение за вами. Работа. Следующее видео выложил в ТикТок мужчина по имени Мануэль. Он рассказал, что у него на работе происходит нечто паранормальное. Давайте посмотрим. Сам по себе открывается холодильник и падает какой-то предмет на пол. Многие комментаторы убеждены в том, что все дело в полтергейсте. А вы как думаете? Скинвокер. Следующее видео быстро стало вирусным в интернете. Девушка идет по коридору, поскальзывается и падает. Однако, когда она находится на полу, то становится уже собакой. Многие пользователи убеждены в том, что на видео скинвокер, который может перевоплощаться в любое животное. А вы как считаете? Тревога. Следующее видео сняла молодая мама, которая начала испытывать чувство тревоги о своем ребенке. Когда они вместе смотрели фильм в гостиной, произошло нечто неожиданное и пугающее. Она сразу взяла телефон и начала все снимать. Пожалуйста, уходи. Пожалуйста, уходи. Ты здесь не нужен. Уходи. Где бы ты ни был, уходи. О боже! Мне сейчас так страшно. Пожалуйста, уходи. Spooky? Psst, 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 psst. Spook? Moo? Женщина заметила, что дверь в ее ванной открыта, хотя она ее закрывала. Кроме того, оттуда доносились странные звуки. Спустя несколько мгновений она увидела нечто похожее на тень, но побоялась подойти и посмотреть. Молодая мама была до смерти напугана за свою жизнь и своего ребенка, когда пересмотрела эти кадры. Она решила их выложить в социальные сети, чтобы узнать у пользователей, что они об этом думают. Многие комментаторы посоветовали ей съехать в целях безопасности. Заброшка. В следующем видео блогеры исследуют заброшенное здание, предположительно населенное призраками. Хочешь поиграть с доской для спиритических сеансов? Не хочу. Было бы весело. Мы хотим поговорить с тобой через доску.
какой-то момент на кадрах можно заметить теневую фигуру, которую многие комментаторы сопоставили с призраком, но не все пользователи высказывались о том, что это могло быть что-то паранормальное. Некоторые комментаторы обвинили блогеров в фальшивом контенте и лжи ради просмотров. В следующем коротком ролике девушка услышала странные звуки из своего подвала и пошла его проверить. Как только она его открывает и туда попадает свет, можно увидеть, как нечто проносится мимо. На этом видео заканчивается. Корабль. На следующем видео мужчина снял корабль, который находился в Турции. Видео было запланировано для личного архива, однако он увидел то, что вызвало массу вопросов, и решил выложить этот ролик в социальные сети. На кадрах при приближении можно увидеть, как темная фигура движется по кораблю. Мужчина отметил, что сам корабль не функционирует и попасть туда невозможно. Тогда что же он заснял? Некоторые пользователи предполагали, что это мог быть человек, который скончался на этом корабле. Другие писали, что это могла быть игра света или сбой при съемке. А вы на чьей стороне? Молодой человек по имени Мэтти рассказал, что 4 года назад он решил немного поиграть с доской Уиджи, и после этого его жизнь изменилась. С тех пор нечто зловещее и паранормальное преследует его самого, дом и семью. Он начал снимать все происходящее, чтобы доказать, что нечто паранормальное действительно всегда рядом с ним. Я говорю, бро. Я уже второй раз слышу этот звон, бро. Второй раз. Второй раз. Я дома совсем один, бро. Никого нет дома. Никого. Никого нет дома. Никого нет дома. Что случилось, Пит? Что случилось? Что ты видишь? Ты что-то видишь? Ты что-то видишь здесь? Я тебе говорю, этот звон, я его уже дважды слышал. Что происходит? Пит, что происходит? Телевизор включился. Телевизор включился. Пит, пошли. Пошли, правая. Пошли, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Что за чертовщина тут творится? Что за чертовщина тут творится? Что за чертовщина тут творится? Он включился. Он выключился. Он выключился. Люси и Бентли пошли. Бентли, выходи. Пошли. Тиберий, пошли. Выходи. 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 Пошли. Тиберий. Люси. Чарли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Выходи, 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 выходи. Давай.
Одним вечером, когда его собака скулила, чувствуя, что что-то не так, Мэтью услышал звон колокольчиков с первого этажа. Он осторожно спустился по лестнице, очень эмоционально рассуждая о ситуации. Тем не менее, терпение его лопнуло, когда телевизор вдруг выключился сам по себе. Мэтью был готов покинуть дом и звал своих собак пойти за ним. По его словам, нельзя играть со спиритической доской, чтобы к вам не привязалась чья-то душа и не начала преследовать. Кладбище. Следующее видео было снято блогером на кладбище глубокой ночью. Он заснял сразу несколько фигур, которые стояли у могил. Причем одному тут, блядь. Или какая-то опять разве? Ау. Кто-нибудь есть здесь? Я полтался уже, подождите. Пользователи, которые посмотрели видео, были впечатлены, но посоветовали блогеру не тревожить мертвых и не ходить по ночам на кладбище. А верите ли вы в то, что ночью на кладбище можно увидеть и не такое? Полтергейст. Следующее видео было найдено в ТикТок. Судя по всему, оно снято на камеру наблюдения в квартире. Давайте посмотрим. Можно увидеть открытие дверей и холодильника, но на видео не видно, почему они открывались. Также внимательные зрители заметили, что включались конфорки на плите. Истинную причину того, что произошло действительно в этой квартире, мы не узнаем, но многие зрители отметили, что это было похоже на полтергейста. Подвал. В следующем видео любители паранормального исследуют заброшенное здание и отправляются в подвал. Они и не предполагали, что им удастся заснять нечто поистине жуткое. Посмотрим вместе. What the fuck? Bro, I know y'all saw it.
Слева появляется темная фигура, которую не сразу можно заметить. При приближении вы точно увидите, был ли это обман или тут имеет место действительно нечто паранормальное. Многие зрители, посмотрев ролик, были не на шутку напуганы. Другие писали, что такие видео легко подделываются, и блогеры просто хотели прославиться. А вы как считаете? Следующий ролик был загружен в ТикТок. Он снят на камеру наблюдения в баре. Те, кто здесь работает, уже устали от постоянного напряжения и паранормальной активности. Большинство барменов увольняется, а те, кто приходит вновь, находятся в полнейшем шоке от происходящего. На кадрах с камеры наблюдения видно, как стаканы начинают падать и разбиваться. На кухне тоже происходят странные инциденты с падением предметов. Бармены часто сталкиваются с тем, что предметы буквально кто-то перемещает. В один из дней, когда в баре были посетители, девушка-бармен еще раз столкнулась с паранормальным инцидентом. По словам сотрудников, эти события происходят постоянно, и они не знают, как с ними бороться. А вы как считаете, действительно ли в баре происходят паранормальные явления, или это было просто постановочное видео? Необъяснимые явления. Девушка из Франции по имени Селия осталась ночью одна в большом доме. Недолго думая, она решила поиграть с доской для спиритических сеансов. В течение следующих ночей в доме начали происходить необъяснимые явления. Bordel, non, c'est une blague. C'est quoi ce bordel? Les gars, vous avez entendu? Eh, je regarde même pas. Ma porte, elle était ouverte. En plus, on voit rien. Je vous jure, j'ai des frissons. Селия начала снимать, когда услышала громкий звук, который доносился из кухни. Тем же вечером она пошла в подвал, поскольку опять услышала странные звуки. La clé, elle sent le fer, mais vraiment, elle est toute vieille. Même mes mains, maintenant, ça sent. Ah, il y a des moustiques en plus. C'est rentré, les gars. C'est quoi ce truc? Non, 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 non. Но дверь прямо перед ней силой закрылась. Девушка испугалась, однако зашла прямо туда. Ничего там не обнаружив, Селия выходит из комнаты и слышит странную музыку, которая звучит во всем доме. А дальше она видит нечто жуткое. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est trop. Je crois que je vais partir. La maison date de 1970. Franchement, c'est grave. J'ai trop envie de rentrer chez moi. Je fais que des cauchemars depuis que je suis ici. Regardez la tête des tableaux.
Regardez à quel point ça fait flipper. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'il y a une empreinte ici. Là, on la voit bien. On la voit bien, regardez. Regardez, c'est tout sauf mon empreinte de main. На зеркале огромный отпечаток руки, который явно принадлежит не ей. После этого она принимает решение уехать в отель и проводит там 2 ночи. Набравшись смелости, Селия возвращается домой, еще не зная, что ее ждет. Il y a la spatule qui est tombée par terre, genre. On est où? Non, ça y est. Шкаф на кухне сам по себе открывается, и оттуда падает чашка, пугая девушку. Селия быстро убегает и закрывается в своей комнате. Она пытается решить этот вопрос и решается использовать соль и шалфей. Как оказалось, это было плохое решение. On va faire brûler la souche, les gars, on va faire brûler la souche. C'est bon. Когда Селия сидит в комнате, позади нее появляется фигура, которая быстро проходит мимо. В тот момент, когда девушка зажигает шалфей, она слышит громкий хлопок. Девушка решает снова уехать в отель, не в силах мириться с паранормальной активностью. Она боится жить в этом доме после игры с доской для спиритических сеансов, так как считает, что ее преследует некая сущность. А вы, как считаете, что действительно обитает в доме у Селии? Аномальная фигура. В следующем видео, которое было снято на камеру дверного глазка, мужчина проснулся ночью и увидел нечто пугающее. Сначала он подумал, что это ночной кошмар, но утром решил пересмотреть кадры, которые были сняты. Посмотрим вместе. Можно увидеть аномальную фигуру, которая перемещается по улице. Мужчина отметил, что это было похоже на женщину в платье, которые в современности уже не носят. Был ли это призрак или камера просто дала сбой? А ты? У следующего видео есть небольшая предыстория. Мужчина остановился в отеле, где отсутствовала электроэнергия из-за урагана. Пока он ждал, пока вновь появится свет, он заметил странные звуки и снял это видео, от которого все еще находится в шоке. Фигуру со светящимися глазами можно увидеть, выглядывающей из кухни. Кто или что это было, остается большой загадкой. Теневая фигура. В еще одном ролике, который был найден в ТикТоке, была снята, по мнению многих пользователей, теневая фигура. Данные кадры сняты в квартире на камеру наблюдения. Давайте посмотрим.
Аномальную темную фигуру можно увидеть в комнате. Спустя несколько мгновений она исчезает, но появляется уже в другой комнате. Была ли это на самом деле теневая фигура? Как всегда, решать только вам. Араш. Следующие ролики снял мужчина по имени Араш, который уже появлялся у нас в подборках. Давайте посмотрим. В первом видео плюшевый медведь вдруг начинает шевелиться. Араш считает, что нечто могло в него вселиться. Во втором видео Араш снимает своего сына, который сидит в кресле. Если присмотреться, можно увидеть белую аномалию, которая появляется позади. Дальше слышно хлопок. Дальше слышно хлопок. Сын Араша отодвигает кресло, но там ничего нет. Заканчивается видео жуткими звуками. Jangan kacau aku, mana kau? Kau buat aku marah. Bila setan ni nak bambus В еще одном видео, которое выложил Араш, его сын снимает темную фигуру, которую видно над кухонным столом. Однако, как только он наклоняется, чтобы снять то, что находится внизу стола, то никого не находит. Зрители, которые посмотрели видео Араша, разделились во мнениях. Первая группа людей писала о том, что он выдумщик и делает постановки. Вторые убеждены в том, что дом Араша и его семья преследуются. Следующее видео было снято на камеру наблюдения в школе. Его выложил в социальные сети охранник. Давайте посмотрим. Камера перемещается так, будто захватывает движение. Был ли это призрак или это просто совпадение? Жду ваши предположения в комментариях. Любимый многими исследователь по имени Ян отправляется в самый посещаемый призраками отель в Небраске. Изначально он был построен как отель, но за время его работы произошли изменения, и он стал санаторием, о котором ходило много слухов и легенд. Многие пациенты умерли здесь, а причины часто не назывались. Кроме того, санаторий в конечном счете закрыли за подделку документов. Со временем санаторий переделали в отель, который также таит много легенд вокруг себя. Судя по легендам, самый известный призрак этого места – девушка по имени Элис. Говорят, что она скончалась во время родов в подвале, когда это место еще было санаторием. Ходят слухи, что ее призрак часто рыдает и ходит по отелю в поисках своего ребенка. Еще одна странность заключается в том, что во время ремонта в одной из стен были найдены останки новорожденного ребенка. Есть и задокументированные свидетельства того, что это место является населенным чем-то паранормальным. В одном из номеров отеля дверь открывалась и закрывалась сама по себе. Это доставляло дискомфорт, поэтому дверь убрали совсем. Постояльцы все равно пугались и выезжали раньше времени, жалуясь на шум и шаги. Итак, Ян отправляется прямо в этот отель. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Что, черт возьми, это было? Клянусь, я заметил это краем глаза. Я кое-что увидел. Мне показалось, что это что-то светилось. Это было прямо здесь.
Здесь кто-нибудь есть? Over here? Я имею в виду, что, возможно, мои глаза сыграли со мной злую шутку. Это определенно возможно. Snap some pictures. See if I can catch it in a photo. Если я видел именно вас, не могли бы вы показать себя еще раз? Что это, черт возьми, такое? На этой фотографии что-то есть. In that photo. Что бы это ни было, оно исчезло. Оно просто парило вон там. Это вас я только что видел. Здравствуйте. Вот оно снова здесь. Я вижу это. Оно как будто прямо там. Дальше по коридору. Whatever it was, it appeared over here. Уже спустя несколько минут после начала расследования он замечает некое свечение. Он делает несколько фотографий в надежде заснять паранормальную сущность, которая может находиться с ним в одном помещении. На одной из них он замечает белую аномальную фигуру. Ян решает сделать еще серию фотографий, на одной из которых также появляется нечто аномальное. Неустрашимый блогер идет дальше и уже спустя несколько мгновений слышит что-то похожее на женский голос. Not catching anything in those ones. Ян предполагает, что это была та самая Элис, о которой ходят легенды. Я только что слышал вас. Whoa! There's something standing right over there. Кроме того, на одном из снимков он снова замечает белую фигуру. Дальше он пытается пообщаться с ней, задавая вопросы, и кажется, она ему отвечает. Не могли бы вы еще раз показать себя? Мне нужно подойти к вам. Ребята, она буквально стояла прямо там. Он или она, или кто бы это ни был. У меня такое чувство, что это она, потому что я слышал этот голос, и он был высоким. Он звучал по-женски. Так что я не знаю. Элис, вы стоите вон там? Ян также установил камеру наблюдения в комнате, где предположительно видел Элис. Она засняла не только орбы, но и то, как без видимой на то причины пошевелились шторы. Блогер продолжает исследовать помещение отеля, а паранормальные звуки и явления не прекращают его преследовать шаг за шагом. Ян находит номер 6 в отеле, который считается довольно жутким. Постояльцы часто не хотели сюда селиться, а если и визжали, то уже до ночи им приходилось собрать вещи и уехать. Он отправляется прямо туда. Maybe.
Ладно, не обращайте внимания. It's over here. Я почти уверен, что звук доносится из этой двери, из комнаты номер 6. Room 6. Говорят, что это одна из самых часто посещаемых комнат. Если вы там находитесь, не могли бы вы издать какой-нибудь звук через эту дверь? Through that door. Посмотрите, что произойдет, если я постучу в нее. Есть кто-нибудь дома? Ян сначала стучит в дверь в целях получить ответ, а уже через мгновение ручка начинает шевелиться. Войдя в номер, он делает несколько фотографий, на которых обнаруживает орбы. Ян считает, что здесь обитает призрак и пытается с ним пообщаться. Они двигаются. Они двигаются. О боже мой. Как они двигаются прямо сейчас? Через несколько секунд занавески начинают шевелиться, говоря о потустороннем присутствии, а когда он заходит в ванную, то слышит нечто похожее на шепот. No central air. Кто здесь находится? Кто только что передвинул эти бусины? Поговорите со мной. Я просто хотел бы поговорить с вами. Ян спускается в столовую отеля, чтобы исследовать это помещение. Когда он пытается выяснить, находится ли он тут один или нет, то сталкивается с шумом из столовой. Когда блогер идет туда, то снимает нечто поистине жуткое. Whatever that was. Hello? Кто это здесь шумит? Я это вижу. На столе вдруг начинает двигаться стакан без видимой на то причины. Напуганный Ян идет дальше. Также он замечает в столовой стул, который выдвинулся, будто там кто-то сидит. На кадрах с установленной в столовой камерой наблюдения можно не только наблюдать за звоном бокалов, но и за тем, как сам по себе поворачивается стул. Ян в это время перемещается в другое помещение отеля. Он замечает движение предметов в номере, где, по слухам, скончалась женщина. Блогер убеждается в том, что находится в этой комнате не один. I came from over in here now. It sounded like the bed. Это кровать. Кровать двигается. Срань Господня. Нет, 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 нет. No way am I going back in there. Hell no. В одном из номеров его одолевает жуткий страх, когда он видит, как покрывало на кровати начинает шевелиться. Он выбегает оттуда в панике. Спустя некоторое время он успокаивается и идет в тот номер отеля, где столкнулся с паранормальной активностью. Откиньте одеяло до конца. The rest of the way. Could you Не do могли that бы for вы me? сделать это для меня?
Oh no. Oh no. Что, черт возьми, это еще такое? Там чертова вода. Там течет вода. Что это, черт возьми, такое? Это что, черт возьми, и есть то самое? Вы принимаете ванну? Что за чертовщина? О боже мой. О, черт возьми, нет. Черт возьми, нет. Alright, I'm done. I'm done. I'm done with this room. Я готов убраться отсюда. Ян пытается наладить контакт с предполагаемым духом, но через несколько мгновений он слышит, как вода в ванной включается. А уже спустя несколько мгновений он слышит женский голос. Alright, I thought I just heard something in here now. Здесь кто-нибудь есть? Что, черт возьми, это было? Что бы это ни было, оно прозвучало громко. И еще металл. Вы только что что-то сюда передвинули. Something in here? О боже. О боже. О черт, о черт. Теперь я точно знаю, что это было. О боже мой. Затем он исследует другие помещения и замечает кукол, которые стоят на тумбе. Это вы только что издавали такой звук? Он определенно доносился отсюда. Маленькая девочка, если это была ты, то это точно была ты. Would you be able to... Oh God! Alright, that's it. That's it. That doll just turned and looked at me, and I am done. И одна из кукол в какой-то момент поворачивается и смотрит прямо на Яна. Не в силах продолжать, блогер завершает расследование. Удалось ли на этот раз Яну заснять призраков в этом отеле? Или все же это было чем-то объяснимым? Пишите свои мысли в комментариях. В следующем видео, по мнению блогеров и охотников за призраками, им удалось снять джина. Давайте посмотрим. Git. Git, einen. Git dedi. Abi dikkat et üzerimize güzel bir şey çökmesin. Находясь в заброшенном и разрушающемся здании, ему удалось снять фигуру, которая только на миг появилась и пропала. Был ли это джин или нечто иное? Как всегда, решать только вам. Одно можно сказать точно. Эта фигура их не на шутку напугала, и они завершили расследование и покинули здание. Чё ты такой злой? 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 Чё ты такой злой?